Приморский край богат достопримечательностями, созданными природой. И один из них – это остров Попова. Назван был в честь российского адмирала, флотоводца и кораблестроителя Андрея Александровича Попова. На острове расположено множество различных уникальных мест и исторических объектов. Один из них – это 901-я береговая батарея. Основная задача батареи была отражение кораблей противника, пытающихся прорваться в Амурский залив. Эта батарея, наверное, не под защитой. Но она типа под защитой, но на острове ее особо никто не защищает. Вот такое здесь состояние 901 батареи. Огневая позиция батареи считается закрытой, так как находится на удалении от моря. Мы пройдем, посмотрим несколько орудийных блоков и силовую станцию. Какая-то генераторная Но здесь тоже потолок защищен, типа как противоотколка. Какие-то комнаты бытовые, ну типа жилые, может быть, были. Вентиляшки везде не спиленные. Вентиляшки. Ну, знаешь, кольцуются. Здесь, походу, какие-то броняхи, да, стояли? Смотри, видишь, прорубленные эти двери. Их просто вырвали вместе с этим. Так, а что здесь у нас? Портал в ад? Да, он даже фонарик почти не добивает. Нифига себе. Там, видишь, еще по нему, ну, это насколько рыли, там трубы какие-то проходят внизу. У меня фонарик, ну-ка сейчас. Ну, по идее, там должна быть паттерна, скорее всего. Я думаю. Не знаю, видишь, трубы какие-то. Ну, вниз не видно. Дна не видно. Ну, видно, дно. Я вижу дно, да, но оно очень прям далеко. Эта батарея интересна тем, что имеет коммуникационную паттерну глубокого залегания. Простыми словами, все орудийные блоки и силовая станция связаны между собой подземным туннелем. К сожалению, спуститься вниз не представляется возможным из-за отсутствия лестниц, а также часть паттерны захламлена мусором и затоплена грунтовыми водами. Но при большом желании и наличии снаряжения спуститься все-таки возможно. Ну-ка посвети, Андрюх. Ага, вот классно видно. Попробуй туда камень скинуть. Капец. Ну, смотри, вон видишь, трубы, вот коммуникации идут, смотри. Ну, да. Как канализация, вот это все. Много туда уходило, и там какие-то. Вот здесь такое чувство, что вот лестница была. Ну, была лестница, да, вот эти перемычки это под лестницей. Но. Ну вот здесь тоже какие-то дизелюшки стояли. У нас второй, видишь, это возможно под этим. Вот смотри эти кузнечики. Тихо, не это, не шугай, не шугай. Вот кузнечики. Ну да, видишь, вот эти комнаты, это как на русском, это как хранилища были, да, здесь. Оно как хранилище было. Оно вон туда подается. Ага. Оборудование стояло. Ага. Ну, здесь, видимо, что-то тоже, видишь, было
Какой-то квадрат, установка стояла. Ага. Все подтерли. Ну все, посрезали вандалы, как обычно. Ничего нового. Короче, так. Ну и второе помещение такое. Везде кальцит. Да, они, я так предполагаю, отсюда, да, подавали. Все, вот здесь тоже хранилище было. Батарея имела мощные на то время 4 арт-установки МО-180 и относилась к первому отдельному артиллерийскому дивизиону. Вентиляция. И везде также противоотколка, видишь, сверху. Но здесь видно, что его не так часто посещают, он не так убитый, да? Ну, какие-то железные элементы все равно больше сохранены, чем на русском. На Поспелого, да? Смотри, какие швеллера. Какое расстояние. Швеллера прям вообще мощь. Непонятно, это кто-то срезал или Ну, это ну. задумано. Скорее всего задумано. Листы порта. Ну или пробовали срезать. Да, не, наверное, Одну срезали, помучили, сказали, не, вот не нет. похоже. Вон, видишь, даже проводка осталась. Чуть-чуть меди. Кусок проводки, ага. Здесь также стояло орудие. Также пройти не можно. Ну, а что там смотреть? Там также будет просто портал вниз. И получается, со всех этих орудий паттерна проходила и соединяла все орудия между собой снизу. Но они, по идее, все должны быть типовые. Резали. Да, здесь, скорее всего, Здесь стояли броняхи какие-то были. броняхи, да, они их Здесь посрезали. броняхи были, да. Они их срезали. А бетонку откуда-то вообще сперли, непонятно. Да. Смотри, какие тут петли. Ну, Просто серьезно. Тут такая герма стояла. Поэтому паттерная была. То есть они закрывали здесь внутри. И все. И к ним сюда просто не прорваться. И они, чтобы между собой сообщаться, они по этой паттерне двигались. Потому что петли тут вообще серьезные, конечно. Но и бронь тут стояла нормальная. Давай быстро заглянем. По идее, они все типовые. Ну смотри, здесь сохранилась дверь, да, там таких не было проемов. да. Ну, тут деревяшка. На уплотнитель, видишь, А, на резину. вот тут даже что-то написано. Наверное, кто служил здесь? 98-й год, да не, навряд ли. Комсомольцы на Амуре, Ну такая надпись старинная какая-то, если честно. 98 год. Может, кто-то приезжал. Ну, может. Ну, здесь побольше, здесь чуть-чуть получше вентиляшка. Ну да. В первую, видать, лазят постоянно. Ну, она в доступе. Да, в доступе. А здесь уже более... Когда не придется, она будет такая же. Портал ВАТ такой же там? Такой. Ничего не меняется. Ну, здесь. Мне просто интересно, ступеньки где-нибудь сохранились? Ну, вот здесь, вот нижний ряд, там чуть-чуть. Ну, видишь, труба. Здесь побольше около. А, ну здесь и пространство, видишь, чуть смещено. И там вода, ручей течет. И вон ход получается. Посвети. Да, Вон, смотри, вот видно, да. Вот, там Да. получается еще целое помещение. Вон туда вот уходит. Да. Тут видно, потому что... Посвети. Нет, ступенек тут все равно не сохранилось. Ну, вон, видишь, эти поручни. Вон, одна там или две. Сгнило все нафиг. Ну туда так не спустишься. Не, ну тут на снарягу. Я читал, что спуститься можно, но нужно снаряга альпинистская. Тогда можно спуститься без проблем.
Угу, здесь затоплено. Грунтовые где-то давят. То есть, видишь, броняки были, да? Вот смотри, еще вот эти все помещения. Да, смотри, видишь, эти тоже помещения все закрывались. То есть там на входе, еще здесь можно было закрыться. Это чисто где снаряды подавались. То есть ты здесь закрылся и до талого подаешь снаряды. Ну так, да, все типовое. Ну давай зайдем в силовую станцию, посмотрим, что там по силовой. Я думаю, она будет более интересная. А хотя, может быть, просто будет пустой квадрат. Может. Вентиляция там. Что и такое же, да? Что, лестницы сохранились? Не, лестницы нет. Тоже нет, да? Мне кажется, их спилили. Хотя я не знаю, как их тут доставать. Хотя, с другой стороны, как доставать? Подвязался, срезал резаком. И достал. Проблем нету. Лестницы нигде нету, я думаю, нигде и не будет. Ну, я думаю, смысла нет здесь ходить, он типовой. Да. Давай силовую зайдем. Такой же. Все абсолютно точно такое же. Так, ну это похоже на силовую станцию. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Угу. То, что мы видели по гребешку, это все мелочи, друган. Что там? Сюда прям тонны сваливали его. Да, тут просто тонны гребешка. Ну, браки чисто. А что, на берегу выкидывать нельзя? Или они его потрошат здесь? Они его потрошат, думаю. Вот такие же петли тут. Ну да, его тут везде. Угу. Этот хороший хоть круг. Ну смотри, берут все подряд вообще. Мелочь. Мелочь берут. Ну. Силовая станция интересна тем, что имеет два этажа. Кабеля связи и электричество от нее шли по траншеи до командного пункта, который мы посетим позже. Ну это похоже на силовую. Ну да, конечно. Смотри, какая броня. Везде есть. Веревка есть. Здесь спуск был, скорее всего, вниз. Да, тут можно спуститься вниз. Она, скорее всего, двухэтажная. Веревка есть, да? Что, спустимся? Да, можно, давай. Давай поверху пройдем, ну. Да, это что-то было какая-то. Здесь такое чувство, что тут горело, да? Да, это нет, это масло, видишь. А, мазут он. Здесь как будто было типа, может, хранение какое-нибудь. Может быть. Ведра, видишь. Какие-то чемоданы. А, ну там эти, вон, бочки какие-то. Ну, чисто что-то хранилось. Закопченное, что-то работает. Ну, здесь смотри, все потолки закопченные. Здесь, походу, сожгли. Что-то, наверное, пилили, что-то загорелось. Видишь, постаменты. Ну, силовая. Здесь, вот, скорее всего, здесь генераторы и стояли. Там просто вентиляционные, скорее всего, были. А генераторы здесь. Ну, логично. Силовая станция, здесь должны быть генераторы. А там просто как эти, ну, в случае, они же там везде ставили вентиляционные комнаты. И там стояли фильтра. Фильтры вентиляционные комнаты. Что там? Вау. А, там еще этаж есть. С этой гребешка, смотри, как видно. Ну да, это вот эта куча, смотри, как она сюда. Эпично. Эпичненько, я бы сказал. Просто такая скидывает. Сколько его здесь? Прикинь? Ага. Просто. Ну, видишь, смотри, там еще есть этаж. Еще ниже. И здесь ступеньки железные.
Здесь. Что, нормально? Главное, чтобы никто веревку не отвязал. Да, мы друг друга-то подсадим. Это в одного палева. Больше не было. Вниз, да, смотри под ноги внимательно. Ну, получается -1, да, у нас? Он везде, походу, зашел. Все завалено. Вот здесь тоже серьезные, видишь, были эти. Выкрученные, причем, смотри, не так давно. Резьбы, видишь? Изгнили? Ну как не как давно, там металл, наверное, такой, что... Да нет, даже свежий выкруп. Что-то, видимо, докручивали. А, ну вот эта гора сверху, которую мы видели. Ну здесь утоплено. Ну, здесь по сути ничего такого супер интересного. Но здесь что-то стояло, обслуживалось. Видишь, постаменты есть. Зелюхи. Доширак. Тут хавал, кастрюльный жёг. Но прохода там нету. Просто типа что-то сливалось, может, туда фиг знает. Ну, где-то вообще должна быть связующая, по идее, со всем остальным. Ну да, машина не Подземными. Ну да. Ну вонь, конечно, здесь лютая. Вонь здесь лютая. Ну вот смотри, какие мощные постаменты. Ну тут явно что-то прям серьезное стояло. Ну, тут, ну представь, там стояли пушки. Это все обслуживать, подачу. Это электроэнергия она вырабатывала. Да. То есть это все, оно все должно было там крутиться. Ну то есть все такое лютое-лютое должно было быть. Поэтому я думаю, здесь аппараты стояли серьезные. Ну и все спёрли. Да, они, видишь, вот эти все трубы, получается, вскрывали и вот выпиливали. Ну, там толстостенка везде шла. Ну, все коммуникации, да, выпилили. Все коммуникации выпилили мародеры. Ну, там теляшки. По мелочи оставалось. Короче, особо тут ничего интересного. Зачем сюда они сделали веревку, непонятно. Ну вот здесь вот выход, это там они скидывали, да? Это да. Это где-то на входе, Угу. где мы не видим. Да, там, получается, скорее всего, какая-то расходная была. Ну. Потому что даже захода нет. Ну что, лезь, я тебе камеру подам. Да, я веревку сниму. Да, снимаю. Пойдем посмотрим дальше, что у нас есть на Попова. Погнали. Закончили мы с 901 батареей. Ну, такая, необычная. Не как везде. Есть что посмотреть, поэтому советуем здесь побывать. Ну, поднялись мы на гору Попова. Ну, высота такая приличная. Пешком мы не считали идти, мы заехали прямо на тачке.
Вот. Дорога, в принципе, проезжабельная. Виды здесь открываются, конечно, шикарные. Я так предполагаю, наверное, это самая высокая, да, гора Попова, наверное, самая высокая. На Попов вообще. Ну да, здесь рейники видно, сейчас, скорее всего, русский будет видно. Вот, сейчас мы вам покажем. Гора Попова – это наивысшая точка острова высотой 158 метров. С нее открываются виды на остров Русский, Ренники и город Владивосток. Рядом располагается несколько необитаемых островов. Остров Русский и Попова разделяет лишь 200 метров проливом Старка, по которому мы и добрались до острова. Какой-то пятачок, что написано? Трангуляция тет. Пойдем попробуем зайти. Ну, я думаю, конечно, мы не зайдем. Что мы туда не зайдем. Да, ну мы попробуем. Туда вниз можно будет спуститься. Тут все серьезно, тут замок. Камера стоит. И связь. А там что у нас? Ну, давай туда спустимся. Палевая плита стоит? Тебя это и пугает? Когда тебя пугали палевные плиты, чувак? Мы, по-моему, везде, где лазим, у нас... Нет, это тут что-то упало, и там ничего нет. Да? Ну, С той стороны обойти. на общественном поле держится. Но мы не будем к ней не будем прикасаться. А, ну да. Здесь датчики движения, все как надо. Видишь? Если она швякнется, то... Датчиками движения. То есть нас уже по идее спалило. Спалили. Ну печально, печально. Я думал, что мы попадем в него. Но не получилось. Вентиляшки какие-то выходят. Хоть бы написали табличку, кто это, да? А вон спуск. А, ну да, и вон провода идут, и вон спуск. Видно, вон вниз. Туда. Ну, спуск с горы очень веселый, поэтому спускаться аккуратно. На затерке не заедете. Да, вот. Командный пункт 901 батареи, которую мы посещали. Здесь руины, поэтому посетить можно, ничего не закрыто. Сейчас мы зайдем туда и покажем, что здесь. Все захламлено, да? Все везде в грязи, как обычно. Ну да. Где нету никакого надзора, все везде убито. Паттерн? Не, ну мы туда точно не пойдем. Туда можно, конечно, спуститься. А интересно, куда он выходит? Я только не вижу это. Ты проход видишь? Я не вижу. Ну-ка, заметь. Я не вижу прохода. Зачем туда спускаться? Ну, вот, а вот слева. По-моему, есть, да? Вот видишь, который там самый. Непонятно. Ну туда народ спускался. Бетонный командно-дальномерный пост батареи 901 расположен немного ниже вершины горы Попова. Здесь когда-то был броневой колпак для рубки управляющего огнем. Также был установлен дальномер в броневой вращающейся башне, но в 2000-х годах его спилили мародеры. Также на КП находилась РЛС для орудийной наводки. По направлению КП батареи от огневой позиции имелся шахтный выход с люком и дренажная штольня. Грелась? Конечно. Вон, видишь, это А, она обработана? она вот, ну, чтобы вода не... Ага. Они срезали тогда. Ага.
Ну они, получается, башню вот эту срезали, здесь башня была. Да, она, видишь, вся пудреная. Да. И они ее срезали. Там лючки? Лючки? Да, едут толщина металлолома. Чисто варвары. Как они только этот металлолом отсюда утаскивали? Ну да, металл здесь был серьезный. Он выдерживал, получается, это. Сколько? Здесь 100 с копейками, здесь почти сотка. Ну здесь не сотка, здесь, вот, видишь, здесь 200, наверное. или пластина там. вот одна, вот. Ну да, но я говорю, здесь 200, наверное, в общей сложности. Ага, и вот лючок смотровой. Ну здесь как типа башня была еще накрыта, наверное, ее срезали и сперли. Андрей, первопроходец, он вообще не боится ничего. Сказал, говорит, паттерна для меня это просто изи, говорит. Ну, были живые, да? Управление. Ну, не до конца было, там свалка. Да, я тебе говорю, там проход. Да он с водой, блядь. Да нету там воды, бутылки вон стоят. Я хочу, блядь, лишний раз уверить. Видишь, как Вода, вода. А, ну да, там водичка есть. Там вода, вон, видишь, воды. Ну типа Это- он, думаешь, не затоплен? Ну, затоплен, Да, типа, да, и до да. конца туда не спустишься, завалено мусором. Мгм. Ну вот каждый приезжает просто вот Да, такой, вот так и вот такой, прям. а что там вообще? Да, и вот начинает Видишь, туда всё, кидать и всякие оно- бутылки там, и все, и по итогу вот. По итогу вот. По итогу там говно. Мы имеем, что там полное мусора. Хоть закрыли бы щитом, там кто-нибудь вот зайдет вот так со света и просто уйдет туда. Поэтому, знаете, на командном пункте опасно. Как только заходишь с правой стороны, можно уйти в портал в ад. Удивительный факт. Остров Попова ранее носил название Рында. Но после тщательного исследования его экспедицией подполковника Бабкина он был переименован в честь главнокомандующего Тихоокеанской эскадрой Андрея Александровича Попова. Сам остров входит в состав Владивостокского городского округа. На последнюю перепись 2016 года население острова насчитывает 1200 человек. Здесь когда-то работал крабоконсервный завод, где трудились рыбаки ближайших к нам соседей – Кореи и Китая. На то время постоянного населения на острове Попова не было. Также был создан зоопитомник по разведению норки, песцов, лисиц и оленей. Велся промышленный промысел и береговая обработка рыбы. Зверосовхоз и рыбозавод являлись главными предприятиями острова. Еще здесь находились подразделения Тихоокеанского института научно-промысловой разведки, морской заповедник и Институт океанологии ДВО РАН. На данный момент здесь сохранилась станция Института океанологии и Музей природы морского заповедника. Северный район заповедника находится на южной оконечности острова Попова. Территория была выделена под центральную усадьбу и островной ботанический сад, куда мы далее направляемся. Доехали до мыса Ликандера. Здесь находится ботанический сад. Территория охраняется, на транспорте въезд туда запрещен. Вот, поэтому мы сейчас пойдем пешочком, прогуляемся, посмотрим, что там интересного. Говорят, там красные скалы интересные. Ну, виды здесь хорошие, прикольные. Вот, есть что посмотреть. Ветерок такой сегодня. Ну, вода прям зеленая, сейчас его покажу. Ботанический сад
был создан с целью сохранения генофонда растений, редких и исчезающих видов, специфических и уникальных растительных сообществ, отдельных оригинальных форм и популяций. Также на территории сада встречаются краснокнижные виды растений. Когда идешь по тропе в этом ботаническом саду, в северной части заповедника, здесь везде идут такие таблички, то есть растет какое-то растение и рядом табличка. Вот здесь вот боярышник Максимовича. Вот. И вот табличка, и все. Про него написано, расписано. И где-то здесь прям рядом боярышник. Но это самое распространенное в Приморье дуб монгольский. Дубов у нас здесь всегда тьма. Идем по тропе, и вот прямо вот по соседству с нами остров Реники, ветряк, и вот то место, где я сделаю ссылку в видео, можете посмотреть видео про остров Реники. Я с того берега снимал остров Попова. Это как раз то место, где Илья Лагутенко хотел перейти с Реников на Попова. Бухта Красных Скал, гласит надпись, но крест упал. Многие тысячелетия жизни на острове наложили изменения на ее растительность, приспособленную к островным условиям. Близость к морю не всегда благоприятна для флоры. Из-за солевых туманов растения получают ожог и принимают низкорослую и многоствольную форму. Также островное положение является серьезной преградой на пути расселения животного мира. Хотя ранее с островом существовала зимняя ледовая связь, но курсирование паромов ледокольного типа ее прервали, что и привело к исчезновению множества животных. Что не сказать о морской живности Попова. На побережье обитают тюлени ларго, а киты и дельфины являются частыми гостями вод вблизи острова. Кроме большого разнообразия рыбы, здесь обитают приморский гребешок, мидии, осьминоги и устрицы, трепанги, крабы и морские ежи. Всего насчитывается около 2000 видов обитателей прибрежных вод острова Попова. Остров привлекает туристов со всего края. Здесь можно провести летний отдых у моря, полакомиться морскими деликатесами, погрузиться в глубины морских вод и насладиться дайвингом. Любителям истории есть возможность исследовать фортификационные сооружения, а также посетить музей и ботанический сад. Шхуна корейских браконьеров. Но в Приморье масса таких шхун, которых выкидывает на побережье. Но это уже кто-то современное граффити нарисовал. Но выглядит, конечно, эпично. Шхуна с этим граффити. На Рениках тоже. Я когда был, снимал несколько шхун. Есть выброшенных прям на берег. Пойдем посмотрим, что в ней внутри.
Пластиковый винт? Да, поэтому они при первом шторме и умирают. Ну, приехали мы на высоту. И здесь бывшие позиции С-75. Ну, здесь такая разруха. Мимо проезжали гарнизона. Там тоже все развалено. Ну и здесь вот, в принципе, смотреть нечего. Все в разрухе. Разрушенные здания. Ничего интересного. Ну, сейчас так пройдемся. Конечно, все заросло. Но кто-то здесь все равно шарахается, бутылки какие-то. Так, сейчас. Фонарики не взяли с собой, да? Особо чего. Фонарик сюда не взяли. Ну, здесь просто Да, тут просто коробки. коробки, да. Современные. Современные коробки. Ну, нашли какие-то еще бывшие позиции какие-то. Здесь, наверное, хранилище было. Если здесь позиция 75, здесь, наверное, хранение, типа складов каких-то. Да не радиационные. Вон дорога. А, ну просто, да? Все закрытые. Мурашка тут. Все жестко. А, ну, кстати, может, это классика. Ну да. Ракушки, ну, где мы только их не видели, да? И сюда их тоже выбросили. Ну, это типа в соседей. Здесь по-любому были брони в курсе сверху. Но их потом все поздергивали. И все? Ну, вентиляшка осталась. И кузнечик, вон, видишь? Да, и комаров целый. Вот еще кузнечик. А вот они, эти кузнечики. Это мыс Проходной. Здесь есть видовая площадка с лавочками. Ну, прикольно так все сделано. И здесь такие тоже обалденные виды с видом на русский остров. Вот, можно почилить, посмотреть. Прям вообще кайфово. Сюда приехать прям и насладиться видами, так сказать. Вот они. Сейчас спустимся на видовую. От пролива Старка до мыса Проходной создают экотропу протяженностью около 2 километров. Общая протяженность всей тропы будет составлять более 10 километров и будет проходить по популярным местам острова. Тропа делится на несколько участков. Некоторые участки вымощены камнем и деревом, на более сложных появились мосты. В основу концепции тропы стало создание небольшого уютного пространства вдоль пути следования по территории зон смотровых площадок и отдыха. Приезжайте в мыс Проходной, почильте на крутой видовой площадке, зацените офигевшие скалы, я такого не видел, впервые вижу такие, прям хребет такой, разрез и в море уходит, очень круто. С видом на русский можно посидеть, пообщаться, доехать, ну, на подготовленной тачке. Ну, часть маршрута, если со Старка, то можно пройти пешком. Очень круто здесь, всем советую.
Вот и закончилось наше путешествие на остров Попова. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами были «Пойди и проверь». До скорых встреч, пока!